Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Сегодня по просьбе нескольких фермеров мы начинаем месяц май именно с посева семян и кукурузы, кормовых, бобовых культур. Это очень важно. И подсолнечника. Они мне сказали так: вот вы только дачников, огородников, им даете информацию, а мы тоже хотим такую информацию. И привели пример, что на одном поле они сеяли зерновые, это было в определенный день, через 2 дня точно такая же земля, семена, а потом технология, урожай был очень маленький и зерно щуплое, только блины можно было делать с него, с того зерна. Муку такую вот получили. Поэтому очень важно знать информацию еще и фермерам для других культур. Вот я хочу напомнить, что мы уже давали на период конца апреля. Это было 25-26 апреля лучшие дни для посева и кукурузы. Это кормовая кукуруза, сладкую все-таки чуть позже лучше сеять. Температурный режим грунта, он выше у сахарной кукурузы. Ну и мы вот эти все культуры, все это рассказывали. Если хотите, я сделаю сносочку и посмотрите еще раз. Посмотрите, какие нужны обязательно вот эти технологические требования для посева. Но для того, чтобы определить снова же, что происходит у нас с погодой, вот у нас есть уже агрогороскоп, и мы сейчас с ним познакомимся. Я хочу вам показать вот эту картиночку, которую я готовлю для себя уже несколько лет. Выписываю, но раньше делала вот по западной астрологии, а сейчас вот у нас 2 астрологии уже есть, и очень важное влияние на погоду. И это планеты в знаках зодиака. Вот они определенную температуру нам дают и определенную погоду. И хочу вам показать, что у нас происходит. Смотрите. Тот же март месяц. Почему так было тепло? Смотрите, как Венера давала это тепло. И уже в начале апреля у нас получилась ситуация. Но где-то я заметила разница вот перехода из знака в знак идет где-то 5-7 дней. И вот оно так и получилось, что вот переход. Видите, Солнце перейдет в знак Телец, перешел, уже холодно. Венера, завершился период Овна, это было тепло, тоже в знак Тельца. Вот и нам прохлада. Плюс Марс, у нас Марс прекрасный, огненный, он сейчас уже с 25 марта и вот и сейчас в апреле до 20.05 будет находиться, то есть до 20 мая в знаке Рак. Это вода. Далее, Марс в воде, это много воды, даже грозы и гром должны быть. Далее, Юпитер у нас в Овне, но он один не выдерживает, если не помогает Венера и Марс, то он не выдает тепла. А он, видите, у нас только сейчас Овен до 16.05, затем переход в Телец. И здесь у нас, посмотрите, Сатурн, Нептун в знаке Рыбы, а когда идет вода, это у нас прохлада приносится. И у нас Уран в Тельце, Плутон был в Козероге до 23 марта. И дальше стихия воздуха, Водолей, ветер нам обеспечен. Ну и сейчас очень важно нам еще исследовать ведическую астрологию, потому что сейчас как раз идет переход в новую эпоху, должен быть синтез. Каким образом мы это сделаем? Ну, мы это все сделаем совместными усилиями. Нужно искать, синтезировать вот эти общие характеристики и находить то, что нам как раз будет подходить. Снова же, смотрите, у нас апрель месяц. С 15 апреля по 15 мая будет в знаке Овна солнышко. Это хорошо, это уже тепло, но это вторая половина апреля. Ну а с половины уже мая у нас снова Телец, прохлада. И до этого времени март и начало апреля это знак Рыбы. Идем дальше. Венера, вот я так вот сейчас покажу. Смотрите, Венера у нас была до 12 марта в Рыбах, а затем перешла уже в знак стихии огня Овен. Но с 6 апреля по 2 мая знак Тельца. Это прохлада. Особо здесь не разогреется земля. Ну а далее снова же и Телец, потом знак стихии воды. Это у нас Венера будет. Дальше Марс. Марс обычно нам очень помогает.
Ну вот здесь у нас, видите, как раз весна, а что после 20 мая во Льве здесь будет тепло. А в марте Телец был до 13 марта в Тельце. Далее были Близнецы, и будут Близнецы уже до 10.05. Как видите, дальше уже знак Рака. Это тоже ветер. Это не сильно благоприятное время для физиологии всех растений. Идем дальше. Дальше, после Марса, мы рассматриваем Юпитер. Здесь у нас Юпитер в Овне. По ведической астрологии он зайдет в Овен 23 апреля. Это хорошая новость. А до этого времени знак Рыбы до 22 апреля. И те планеты, которые мы изучаем по западной астрологии, здесь ведической их нет. У нас только вот Сатурн в Рыбах, а здесь он в Водолее. Таким образом, я себе вот выписала внизу, когда можно вот хорошие периоды по западной астрологии. Начинаются с 15 мая и с 20 мая вот эти две планеты, которые дают тепло. По ведической астрологии с 15 апреля и с 23 апреля. То есть вторая половина апреля уже должна давать нам постепенное тепло и должно уже идти прогревание почвы. Поэтому как раз конец апреля месяца посев, то, что мы с вами говорили, вот еще раз покажу, 25 и 26, это, я думаю, будет хороший период для многих культур. Ну, а тем, которым нужна очень теплая почва, мы сейчас рассмотрим май месяц. Мы этот уже гороскоп подготовили, так как замечание было правильное. Ну и мы этот гороскоп, сейчас я его выделю отдельно. Вот смотрите, этот гороскоп подходит и для зерновых, и для бобовых, и для кормовых культур. Многие занимаются, даже пайщики, занимаются выращиванием животных. Им нужно тоже и кормовые культуры выращивать, бобовые, не только сои, другие бобовые культуры. Подсолнечник. Смотрите, май месяц, это особенно будет актуально для северных регионов. Мы вот такой агрогороскоп сделали. Итак, агрогороскоп посева семян кукурузы, проса, сои и других бобовых культур, подсолнечника, кормовых в мае 2023 года. Первый такой хороший период весы, растущая луна. Весы покровительствуют кормовым, зерновым, бобовым культурам. Очень хороший период, растущая луна. И этот период как раз получается у нас вторая фаза до вот этого важного момента полнолуния. И мы можем ее использовать, вот эту энергию очень хорошую. 2 мая с 10 часов начинается. И до конца суток, 3 мая, все 24 часа. Весы, супер период. Вы не поливаете перед посевом. Дождь сделает, я так понимаю, по всем этим данным, будет достаточно влаги, достаточно осадков. Поэтому сейте все вот эти культуры, которые мы назвали. И которые не называли, но они входят в состав бобовых, кормовых, зерновых. Ну и подсолнечник тоже у нас отдельная культура. Дальше, смотрите, Козерог. Казалось бы, убывающая луна, но это у нас сразу же после сожженного пути полнолуния. Те, кто с нами трудится, они знают прекрасно, что после сожженного пути полнолуния это очень сильная энергия. И это очень хорошо для тех культур, которые дают урожай над землей, для всех этих культур. И вот этот период будет 9 мая с 4 часов утра до конца суток, 10 мая все 24 часа. Но это в основном южные регионы, но у нас еще будут такие регионы, которые нужно что-то будет пересевать, досевать. Северные регионы тоже нужно дальше работать с посевами разных культур сельскохозяйственных. Вот еще периоды до конца месяца. Рак, растущая луна, очень хорошее полное зерно получается. 22 мая с 8 часов до конца суток, 23 мая все 24 часа, 24 мая с начала суток и до 11 часов. Далее луна без курса. Смотрите, здесь не только для того, чтобы получить там увесистое зерно, можете использовать, допустим, у вас животноводство, можно выращивать в поздний период
ранние сорта кукурузы для того, чтобы получить силос и затем своих животных кормить в зимний период. Так что вот эти подсказки очень важные. И вообще выбирайте в этом году, пожалуйста, ранние сорта, чтобы вы успели все вырастить и получить хороший урожай. То, что у нас как-то лето будет хорошим, но может быть так, что осень быстро может принести прохладу и снова же погода испортится. Постарайтесь как можно раньше вот эти работы выполнить с ранними сортами, в крайнем случае средние. Но мы еще не завершили, у нас до конца месяца еще один период, снова же весы, которые покровительствуют всем зерновым, кормовым и бобовым культурам. Снова же растущая луна, очень сильная энергия. И это у нас будет как раз вторая фаза, супер, снова же вторая фаза. 29 мая с 18 часов вечера до конца суток, 30 мая все 24 часа, 31 мая с 0 часов и до 17 часов. Думала не писать 29 после 18 часов, а потом вспомнила, как мой папа, он у нас механизатор был, и они и ночью сеяли, когда вот нужно было сеять, не смотрели ни на время, ни на какие-то другие, ни на праздники, они сеяли и получали хороший урожай. Кстати, тот же мой папа, он рассказывал, когда мне довелось принести ему обед, и он поделился, вот одно поле рядышком, два одинаковых, как будто бы почва одинаковая, подготовка вся была, но у них был посев с разницей 2 дня. На одном поле такое красивое увесистое зерно, они обмолачивали, и машины отвозили, один вес был, а другое поле совсем другой вес. Ну и зерно было очень щуплое. Так что, пожалуйста, используйте эту информацию. Плюс мы и сами выращивали себе семена ржи и ячменя, так что мы знаем, что это и как это работает, и испытали. Поэтому вот такие у нас периоды, которые мы подобрали, и рекомендуем вам тоже использовать. Ваша заявка и возмущение выполнена. Теперь постараемся каждый месяц уже и давать информацию для фермеров, которые занимаются на больших площадях выращиванием сельскохозяйственных культур. Ну и те, кто пайщики, кто тоже имеет гектар-два и выращивает, вам тоже это подходит. Мы вам желаем удачи, хорошей, благодатной погоды. Пусть в эти дни благоприятные будет замечательная погода, и вы проведете посев в оптимальные сроки, получите хороший урожай. Всем вам здравия и до новых встреч на нашем канале в новых видео. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Ми сьогодні, за вашим проханням, розпочинаємо перший агрогороскоп з сільськогосподарських культур, які вирощують в основному фермери. І якраз вони нас попросили це зробити, для того, щоб у них теж був добрий врожай. Ось у нас був вже агрогороскоп такий перший. На квітень місяці ми з вами говорили про те, що найкращий час для посіву в квітні – це 25-26 квітня. Дуже гарний врожай буде. І головне, щоб погода була. Ми бажаємо, щоб вам добре везло з погодою. І ми провели зараз такий аналіз ще раз, щоб вам показати. У нас це був агрогороскоп на квітень. Нагадую, ми говорили про оптимальні температури, це дуже важливо. Якщо холодний ґрунт і посіяти, і будуть дощі, то рослини можуть, навіть насіння гине, воно гниє. Ось дивіться, що ми зробили. А ми зробили отакий аналіз оцих місяців 2023 року, які називаються весняні. Це в нас березень, квітень та травень. І ось що таке цікаве ми знайшли. Ще раз, ми вже про погоду говорили, у нас є окремі відео. Ми користуємося оцими аналізами для того, щоб бачити, яка буде погода. А нам підказують саме планети, вони дають цю енергію, в яких знаках вони знаходяться. І зараз у нас тут зразу вже 2 астрології. Вони трошечки мають відміну, навіть дуже сильну відміну, але давайте подивимося, що у нас говорять ці астрології. Вони майже сходяться в своїй інформації. Ось так у нас сонце було в березні місяці в знаці стихії води в рибах, і от з 3 квітня в знак стихії землі телець.
І ось коли у нас було тепло, в березні місяці, згадайте, у нас навіть літо було, один день 26 навіть було така висока температура. Це нам давала Венера. А Венера була в знаці Овен. І сонечко тут теж, бачите, частково було. І отаке тепло в нас було. І тут попрацював ще й Юпітер. І ось ми вже аналізуємо і квітень, і травень місяць, і дивимося, що нам дають оці планети, які нам дають погоду. Дивіться, стихія землі, стихія води, це прохолодні моменти. Єдине, що Юпітер буде до 5 травня в знаці Овен. Це тепло, але якщо не вистачає енергії планет, таких як Марс та Венера і Сонце, то це тепло, на жаль, хоча б не замерзає все, і це вже трошечки краще. Марс у нас, до речі, буде у квітні і в травні, до 20 травня, в знаці стихії води, в знаці Рак, а це прохолода. Циклони весь час приносять холодні опади, і земля холодніє. І Венера тут теж нам тепла не дає. Зараз от якраз холода у нас. Це працюють вже енергії стихії землі, далі будуть працювати енергії стихії повітря і знаку стихії води. Як бачите, і Сонце теж в знаку стихії землі. Такого тепла, щоб ґрунт прогрівся, у нас немає. Єдине, що у нас, от я вже вивела, з 15 травня та з 20 травня, от такі періоди, коли планети будуть в знаках стихії вогню. Це тепло. Давайте ще ведичну астрологію теж перевіримо і побачимо. Значить, дивіться, що у нас. Сонце у нас з 15 квітня і до 15 травня в знаці Овен. А значить, в квітні, друга половина, вже трошечки буде більше тепла. А до цього і після цього, бачите, у нас знак стихії води, знак стихії землі. Венера у нас в знакі стихії, от вона, бачите? І тут у нас Венера в березні місяці давала тепло. І ось воно вже закінчилось, тому що почалися оці періоди інших знаків, знаки стихії води, знаки стихії землі. Далі у нас іде знак Марс. Марс теж дає тепло, але його тут немає. Бачите? З 13 березня в знаці Телець, потім в знаці Близнюки, і тільки 10.05 далі буде в знаці стихії води. Далі, що у нас цікаве? А цікаве ще Юпітер. Юпітер буде в знаці Риби до 22 квітня, а потім перейде в знак Овен. Ось, коли можна чекати тепло. І ось по ведичній астрології, далі ці планети не розглядаються в ведичній астрології. І ось ми склали тепло. У нас виходить, що Сонце нам може давати тепло з 15 квітня, і з 23-го це Юпітер, оці дві планети. Тому зараз я ще раз вам покажу. Ось бачите, червоненьке – це у нас тепло, зелене і синє – це прохолода. Ґрунт не прогрівається в цей час. Тому в травні місяці дуже багато хто будуть сіяти в полях своїх сільськогосподарські культури і висаджувати все. Не спішіть, тому що, як бачите, ґрунт у нас холодний. А тепер ми підготували агрогороскоп, і давайте ми його розглянемо. Агрогороскоп посіву насіння кукурудзи. Для солодкої кукурудзи, пам'ятаємо, треба теплий ґрунт, тобто це вже травень треба. Просо, соя і інші бобові культури, кормові культури, дуже багато хто просить. І соняшник в травні 2023 року, час київський. Перший час, дуже гарний час, це друга фаза, знак Терези, зростаючий місяць. І якраз вже по ведичній астрології тут вже настане тепло. Я думаю, що за період 2 неділь нагріється все-таки ґрунт і можна буде сіяти. Причому Терези покровительствують кормовим, зерновим, бобовим культурам. І тому дуже гарний час 2 травня з 10 години розпочинати посіви до кінця доби та 3 травня всі 24 години. Ми маємо досвід посіву жита та ячменю в цей час. Дійсно дуже гарний результат отримували. Ще один такий гарний період – це Козиріг, спадаючий місяць. Але спадаючий місяць зразу ж це період після спаленого шляху місяця, коли
ще дуже велика енергія і дуже гарна енергія, і вона дозволяє нам отримати гарний врожай, як ми називали, да, вершки. От це вершки теж ми врожаємо, збираємо над землею. І цей спалений шлях закінчиться 7 травня, і 9 травня можна з 4 години ранку до кінця доби посівами займатися, 10 травня всі 24 години. Теж для всіх культур дуже гарний час. Козиріг, особливо для зберігання потім, це супер. І терези теж. Далі йдемо. Далі у нас, здавалось би, вже кінець місяця, але побачите, дуже багато хто буде пересівати, хто в неправильний час посіє. І в цей час також будуть сіяти ті, хто мають тваринництво, займаються тваринництвом для того, щоб отримати з кукурудзи гарний силос, якісний силос. Ото можна 22 травня з 8 години ранку, це рак зростаючий місяць, з 8 години ранку до кінця доби сіяти насіння всіх сільськогосподарських культур. 23 травня всі 24 години і 24 травня з 0 до 11 години. Для кінця місяця є ще один, знову ж таки, як починався місяць Терез, так і закінчується Терези, зростаючий місяць, 29 травня, з 18 години вечора. Пам'ятаю, як мій батько навіть і вночі, вони коли треба було, сіяли, і це і ніч була. Працювали весь їх, вся бригада для того, щоб встигнути зробити це все. Думала спочатку не писати, але зараз пишу. З 18 години до 29 травня цей період починається до кінця доби. 30 травня всі 24 години, 31 травня з початку доби та до 17 години вечора. Ось такий у нас весь цей агрогороскоп на травень місяць. Ми виконали ваше прохання. І бажаємо, щоб була гарна, благодатна погода для всіх вас, щоб ви змогли посіяти в ці благодатні години, дні і дуже гарний урожай отримали. І здоров'ячка всім вам. Бувайте здорові, на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі.